Раз-два, раз-два. А я потом тебе говорю, ты что там натворил с этими, с вокалистами? Ты зачем над вокалистами издеваешься? Хочешь, я прочитаю комментарии? По идее, я вообще на тебя не должен смотреть, да? Типа я должен, или у меня должно быть, или я должен туда смотреть. Типа Если мне говоришь, что на меня, если зрителям, то сюда. Начало вон туда. Ну, Так все как раньше. ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну чё, погнали? Не, Мне поехали. просто чуть памяти хватило на телефоне. Поехали! Это же все потом передать надо как-то, это что же. Поехали? Поехали. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Чуть-чуть камера криво, да, тебе не кажется? Ты чё, нормально. Ты же можешь там выразить. Ну давай, да, ладно. Здравствуйте, друзья. Мы вновь в студии вместе. Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! Оцените вашими комментариями нашу сегодняшнюю атмосферу. Да. Мы давно не практиковались, так что могут быть опять проблемы со звуком, с постановкой кадра. Но так или иначе, беседа сегодня, я надеюсь, будет интересная. Хотя, Вань, вопреки традиционным неделям, сегодня нет новостей о Димаше. Ну, это значит, что он очень сильно работает. Но все равно была очень интересная неделя. Ну, у нас с тобой, да, действительно было очень плодотворно. Мы выпустили множество, два новых формата на нашем канале. Поэтому хочется, чтобы вы, друзья, их оценили, написали в комментариях, что вам понравилось. Нам очень важно знать ваше мнение по поводу продолжительности эфиров. Хватает ли вам, или хочется побольше, или наоборот поменьше. Все эти важные нюансы обязательно пишите в комментариях, чтобы мы развивались. Вот ты, Вань, я вот смотрю статистику, не могу поверить, что вообще происходит с нашим каналом. Просмотры пошли в гору, лайки пошли в гору, комментариев много. Что ты натворил в своих выпусках? Слушай, ну, во-первых, мне кажется, это связано с тем, что у нас отключена монетизация. Это, наверное, какие-то ограничения сняли с нашего канала наконец-то. А вообще, я могу сказать, что вот новый формат, он и я увидел, что очень нравится нашим друзьям нашего канала, но еще и он нравится тем, кто у нас появляется в этих передачах. Например, даже нам написала Эми Пелегрина, это девушка, которая американская вокалистка, и она написала «Thank you so much for including me. Much love from New York». И сердечки синенькие почему-то. То есть, получается, она увидела себя в твоей передаче. Да, и написала, что вот спасибо, и я люблю вас. А мы должны сказать, что дорогая Эми, нет, не так. Dear Amy, we're glad that you watch our channel. We like you as a musician, and our friends, all our friends, they love you so much. So it would be nice if you come to our channel as a guest. So this is a kind of invitation for you. Я приглашаю удивительную вот эту девушку Эми к нам на канал, в нашу беседу, чтобы мы могли, может быть, побольше познакомиться с ней и рассказать нашим друзьям. Вот сейчас я слушал, Вань, твое обращение и начал скучать по одному замечательному каналу, который был на английском языке. Как-то мне стало его не хватать, где люди могли бы вот почаще слушать тебя на английском языке, потому что у нас действительно очень много друзей, которые говорят как раз-таки на международном language. Вот. И мне кажется, им не хватает этого канала. А ты знаешь, что, кстати, это одна из прекрасных новостей, которые мы озвучим сегодня. Друзья, у нас на следующей же неделе. Мы планировали. Да, скорее всего на следующей неделе у нас откроется канал. Будем говорить название? Следите за обновлениями, узнаете название, потому что оно, я думаю, что многим из вас понравится. Откроется канал на английском языке на следующей неделе, скорее всего. Вот, поэтому, возможно, мы возобновим нашу деятельность на международном пространстве. Я думаю, это вот как раз прекрасная новость для тех людей, вот, которые как раз являются носителями языка и знакомы с английским языком, потому что я знаю, что таких много. Поэтому нам что, опять придется, Ваня, работать на разных каналах?
Ну, я буду все равно приходить, конечно, в гости, а ты, наверное, будешь приходить ко мне, ведь Саша, если вы не знаете, друзья, Саша обещал до конца года освоить английский язык, поэтому он еще там сказал про французский, немецкий, испанский, но я думаю, что если английский язык Саша освоит, это будет прекрасно. Я боюсь, Вань, как-то у меня велика нагрузка, потому что и уроки по вокалу сейчас на меня накинулись, и вот освоение английского языка. Я боюсь перетрудиться. Слушай, кстати, вот по поводу уроков по вокалу, а что ты там натворил-то? Ты зачем издеваешься над бедными вокалистами? Слушай, ну вообще, ко мне эта идея пришла не случайно, потому что мы вот с тобой неоднократно поднимали тему о том, что как-то не хватает русскоязычных реакционеров, блогеров, особенно среди профессионалов, которые бы вот так вот открыто обсуждали творчество Димаша, делились какими-то приемами, анализами, потому что мы видим, как это востребовано. Чего стоит только одни реакции Дмитрия Лебедева, и многие вот считают его одним из лучших на просторах. И, конечно, мне вот стало действительно искренне интересно, может быть, люди до сих пор не знают о Димаше, вот что причиной является. И я подумал, все-таки я давно вообще таил себе надежду запеть когда-нибудь. Я решил совместить, так сказать, приятное с полезным и вот обратиться к специалистам. И у меня это получилось. Вот я сейчас активно общаюсь, договариваюсь о различных уроках. И вот уже получил первую обратную связь. Вот Аня пишет. Интересно, и сколько же вы заплатили за 5 минут урока по вокалу? Вот такой вопрос. И скажу так, что несмотря на то, что формат у меня сейчас обозначен до 10 минут, сам урок может длиться и 45 минут, и час, и 1,5 часа. То есть педагоги действительно вкладываются. А что касается по стоимости, то вы можете сами посмотреть. Уроки начинаются от 400, по-моему, рублей до там, и 1500, и 2000 рублей за час времени. Получается, зрители не видят вот основные твои потуги, а видят только самое интересное. Ну да, как мне кажется, я оставляю вот только действительно самое интересное. Хотя вот уже встретил комментарий, что мало. Людям мало, да, вроде как хотят побольше. Поэтому напишите прямо сейчас, как вам формат, заходит, что убрать, что добавить. Друзья, а вы, пожалуйста, мне тоже напишите, раз Саша прибегает вот к вашей помощи, к помощи зала. Вы мне тоже, пожалуйста, напишите, потому что вот в первой части, например, у меня было 4 реакционера, во второй уже 2. И вот в следующих частях будет... А я не буду вам пока говорить, что будет в следующих и кто будет в следующих частях, но буду отталкиваться от вашего мнения, поэтому очень важно, если вы нам напишите в комментариях. Вот, и вот Светлана Фролова написала: «И как, господа, вы не садитесь, но вы в Димаше не годитесь». Это опять, судя по всему, по поводу моих уроков по вокалу. Димаш один на всей земле. Может быть, лет так через 2000 появится другой такой певец, в чем я сильно сомневаюсь. Я живу в России, в деревне, и очень хорошо знаю творчество Димаша. Песня «Любовь уставших лебедей» стала застольно ностальгической, самой любимой песней. Мы, бабульки, все чаще вспоминаем свою молодость, бывает и дружно плачем, слушая нашего любимого Димаша. Дай бог ему здоровья, творческих успехов, низкий поклон его родителям, Светлане и Канату. А вам, дорогой Димаш, хорошей супруги. Желает Светлана Фролова. Вот такой замечательный комментарий. Ну, скажу честно, действительно, не просто мне даются уроки по вокалу, очень сложно попадать в ноты, хотя педагоги всегда меня приободряют, говорят, что ничего, Александр, у вас еще все впереди. Вот, поэтому я думаю, что я попрактикуюсь, и все-таки какого-то результата все-таки мне добиться удастся. А мне кажется, что тебе вот до этого момента попадались слишком корректные педагоги, и они просто не хотят вот тебя сбивать с твоего мощного полета. Ты взлетел как орел. И порхаешь вот со своей мечтой. И они как бы понимают, что если сейчас они тебе скажут, что вам, Саша, лучше не петь. Но тебе, кстати, многие, я видел комментарии, что предлагают закончить музыкальную карьеру, так и не начав. Есть и такие, а есть кто наоборот поддержит и говорит: Александр, не останавливайтесь, продолжайте, мы верим, что у вас все получится. И, кстати, можно еще затронуть такую тему. Вот сейчас, когда уже люди поняли, что все-таки, и это я обращаюсь именно к педагогам по вокалу, может быть, стоит их тоже пригласить к нам на беседу, пообщаться с ними. Вот если у вас есть такое желание, можно вот с теми педагогами, которыми я уже провел урок, можно, в принципе, пригласить их на беседу. Поэтому, если вам это было бы интересно, напишите тоже об этом в комментариях, это может быть интересно. Или если есть, например, какой-то педагог, которого вы хотите вот подобным образом разыграть, вы тоже можете, наверное, присылать. Да, это тоже будет очень интересно.
Я, кстати, вот видел, что даже некоторые известные артисты, они дают, вот открывают свои курсы вокального творчества. Вот. Может быть, да, кто-то нравится, например, ну, есть же всякие исполнители известные, популярной музыки. Вот, и я хочу тогда еще вернуться все-таки к твоему формату. Ты вообще дальше планируешь его как-то развивать? Ну, я думаю, да. Хотя вот уже сейчас примерно появляется понимание, сколько по времени должна длиться передача, чтобы она не была скучной, кого приглашать в гости. Но на самом деле очень много вот вокалистов, ну, в основном, конечно, из Америки. Мы пока что отстаем. Вот. Ну, ничего страшного. Вот, ну, помнишь, мы как-то говорили, что вот Димашу пора переключаться на Америку и захватывать Америку. А Димаш уже давно Америку захватил, вот, примерно с 2017 года. Но вот сейчас я выбираю реакционеров, которые не просто вокалисты, а которые еще становятся настоящими диерс. И еще мне нравятся те вокалисты и, там, или певцы, или вокальные тренера, которые сами учатся еще у Димаша. То есть они начинают, когда делать первую реакцию, они такие, как крутые учителя заходят, а уже выходят такие, как первоклашки. Да, и получается, сами коучи вдруг становятся на место ученика. Да. Ну, конечно, буду пока что держать в секрете тех, кто будет в следующих сериях. Отлично, интрига сохранена. Также вот люди пишут, почему мы так давно не делаем прямых эфиров. Люди соскучились по живому общению. А мы давайте сделаем. Только мы, наверное, сделаем, я предлагаю ради эксперимента провести прямой эфир в Инстаграм. Почему? Потому что мы тоже развиваем, собственно, нашу страницу Инстаграм. Кто еще там не подписался, обязательно подписывайтесь. Мы там будем делать эфиры достаточно часто, будем показывать вам жизнь нашей студии. Вот то, что, скажем так, ну, не будет попадать, да, на канал YouTube, там это обязательно будет. Вот. И там надо добавить, что там в Инстаграме у нас немного другая атмосфера. У нас там она более искренняя, поэтому там мы с большим удовольствием ответим на все, даже самые сложные и каверзные вопросы. Вот. А что делать тем, у кого нет Инстаграм? Я думаю, что нужно научить людей туда подключиться, потому что эта площадка популярная. Вот ты давно в Инстаграм подключился? Я совсем недавно. Я тоже недавно, вот, наверное, в принципе, как только началась деятельность, и я сразу начал как-то пытаться разобраться. Когда мы поехали в Казахстан, я помню, мои первые потуги выложить что-то в Инстаграм. И многие даже видели, я там выходил в прямой эфир, я даже не знал, как его закончить. То есть я до сих пор не до конца разобрался с этой платформой, поэтому мы, наверное, дадим подсказку. Сделаем инструкцию тогда для тех, кто только начал осваивать телефон и компьютер, как можно подключиться в Инстаграм и подписаться на один из самых лучших в Питере каналов Инстаграм. Эхо Петербурга. И давай сразу запланируем наш первый стрим, наше Когда первое начнем, общение в субботу, я предлагаю. Завтра. Давайте завтра и начнем. А время конкретное мы заранее вас предупредим. Да, следите. Кстати, раз уж мы заговорили о субботу, пользуясь случаем, хотел бы прорекламировать новую серию своей передачи «Вместе с Иваном», в которой у нас тоже будет... Ну, я, наверное, не буду сейчас ничего вам раскрывать, друзья. Будет очень интересно. Там два супер вокалиста, прям вообще, прям вот самые крутые, наверное, вокалисты, которых... Ну, хотя нет, Димаш круче все равно, но, в общем, друзья, это будет очень интересно. Так, ну все, значит, на субботу есть интересный выпуск, обязательно его посмотрите, а потом вместе обсудим на нашей прямой трансляции в Инстаграм. Да. Отлично, тогда предлагаю прочитать еще немного комментариев. Вот Анна Дигичук написала. Это вот совершенно свежий комментарий. Узнала о Димаше вчера, только вчера. Я в шоке. Как так можно владеть своим голосом? Это даже не талант, данный Господом. Это призыв раскаяться перед Богом и вернуться к любви и уйти от агрессии. Вот это буквально посыл души. И очень здорово, что таких людей становится все больше и больше. И это, наверное, все-таки благодаря тому, что социальные сети и вот развиваются, и можно очень быстро познакомиться с творчеством Димаша. Да, Саша, я вот хочу на этом комментарии, наверное, нашу передачу закруглить, но добавить кое-что. Дело в том, что на наших передачах очень много просмотров. Настолько много, что я начал понимать, почему так мало лайков.
потому что люди, когда смотрят, они забывают поставить лайк. Поэтому, друзья, обязательно не забывайте ставить лайк нашим передачам или дизлайк, если вам не понравится. Хотя каждый раз, когда мы запускаем, там 3 дизлайка уже есть. Я думаю, что все знают от кого. Просто многие действительно не придают значения вот этим простым действиям, они помогают вывести видео в рекомендованные, а это значит, что больше людей сможет познакомиться о творчестве и об артисте, которого мы так все любим. Алга, друзья, вперед и до встречи на новых выпусках. Всем до завтра. Сегодня мы с вами регистрируемся в Instagram. Это все довольно просто, вам понадобится номер телефона или электронная почта. Сегодня будем регистрироваться по электронной почте. Все, что нужно, это получить код подтверждения на электронную почту, которую вы указываете в самом начале регистрации. Затем указываете ваше имя, придумываете очень сложный пароль, указываете ваш возраст, пропускаете или не пропускаете дополнительные настройки, и вуаля, вы в Instagram. Теперь вы можете добавить фотографию профиля, вам сразу предложат подписаться на популярных пользователей Instagram, но будет еще лучше, если вы перейдете к поиску, введете «Эхо Петербурга» и найдете там наш аккаунт. Затем нажимаете кнопочку follow, она может называться «Подписаться», и на этом все, добро пожаловать в Instagram, друзья!